И вот смотрите, что получается, что все проблемы человека происходят тогда, когда его нервная система перестает выполнять функцию баланса. Я специалист, который рассматривает человека под таким углом, под которым его не рассматривает никто. Это называется другой взгляд на человека. То есть я смотрю на него как сочетание нервной системы, зажимов, подсознания, здоровья, и все это вот в одном таком флаконе. И вот смотрите, что получается, что все проблемы человека происходят тогда, когда его нервная система перестает выполнять функцию баланса. Объясняю, что это значит. В современном мире, как живет человек? Он пашет по 8-10 часов, у него нет времени даже на нормальную еду, он все делает в бегах, в попыхах, он постоянно с нагнутой головой смотрит в этот телефон. У него нету ни секунды времени на то, чтобы посмотреть там в окно, сменить дальнее на ближнее, просто расслабиться, просто отдохнуть. То есть постоянно идет огромная многозадачность, задача за задачей, задача за задачей. При этом он выполняет это не так, как в жизни задумано было Творцом, что ты побежал, собрал яблок, потом после этого построил дом, потом поплавал где-то в озере. Нет, а все происходит как бы на одном месте. Все напряжение происходит здесь и сейчас, сидя на стуле за компьютером. И вот в этом самая большая проблема современного человека. То есть ты физически в твоем теле сил имеешь огромное количество, но напряжение в твоей нервной системе достигает огромного уровня. Потому что ты не скидываешь эти силы, потому что твои задачи все бьют в один фокус, в одно место. И получается под вечер вот такая ситуация, когда ты приходишь домой, и у тебя физически, формально еще силы есть, но ты при этом опустошен. И в то же самое время и напряжен. То есть получается парадокс. Силы есть, но их и нету. Потому что они были у тебя израсходованы не в том режиме, не так как надо, в дисбалансе. И вот смотрите теперь, что я создал и что существует. Вот существует вот такое изобретение, как скрипт-кассета. В двух словах чисто объясню, как оно работает и для чего. Ты берешь ее, ложишься, ставишь руку, подключаешься к ней. И твое подсознание считывает и получает информацию, заложенную сюда на метафизическом уровне. Далее эта информация из твоего подсознания идет в твою нервную систему. И там как заготовленный слепок. То есть, понимаешь, твоя нервная система — это сочетание определенных сенсоров в твоем теле, определенных рецепторов. И вот здесь происходит синхронизация и сбалансировка. То есть это примерно как подойти к системному блоку и нажать кнопку «Перезагрузить». И компьютер перезагружается и восстанавливается в итоге с правильным нормальным рабочим столом, где нет ошибок и нет загруженности. Вот такая вот история происходит здесь. И вот сотни людей, которые пользуются вот этим изобретением, они отмечают такой очень интересный факт. У них на определенном этапе, через минуту, 2, 5, у кого как, происходит такое, что бац, и их просто нету. И они уже просыпаются вот так вот с этой рукой, вложенной на скрипт-кассете. И что самое интересное, теряется счет времени. Такое ощущение, что бац, и в определенный момент ты как будто потерял сознание, то есть пух, выключился. И просыпаешься, когда вот включаешься, ты не понимаешь даже приблизительно, сколько времени прошло. Ты не помнишь, что с тобой было вот в последний момент. То есть оно как оборвалось. И главное, что самое крутое в этом всем, что ты чувствуешь себя охренеть как хорошо. Ты реально был на самых вот этих вот низкоуровневых волнах, в которых твой мозг восстанавливался, в которых твоя нервная система восстанавливалась. И вот ты проснулся, да, ты очнулся, у тебя рука здесь, ты смотришь на время, а если это, допустим, ночью, то бац, могло пройти 4 часа, 5 часов. А по ощущениям ты не можешь сказать, прошло 5 минут или 5 часов. И чувствуешь внутри тебя такая мягкость, наполненность, сбалансированное состояние психики и мозга. Вот что самое главное, здесь именно то состояние, которое вот хочется делать, творить, работать, состояние заряженного мобильного телефона, понимаешь? И поэтому, друзья, те, кто испытывают вот такие подобные ощущения, не надо думать, что вы не подключились, потому что вы уснули. Это самая большая глупость, которая может быть. Вы уснули, потому что вы перезагрузились, потому что здоровье психики и тела возможно только через возвращение баланса нервной системы. А возвращение баланса нервной системы возможно только через кнопку перезагрузки системного блока. А как, по-твоему, должна быть перезагрузка? Когда ты вживую и с глазами? Естественно, нет. Естественно, через выключение. Еще есть такие люди, которые по жизни привыкли немножко в себя не верить. Они боятся, что у них не получится. И вот они мне тоже задают часто такой вопрос. Александр, а вот если я подключаться захочу, а ничего не буду чувствовать, коннекта не будет. Вот для таких людей специально тебе объясняю. Вот смотри,
получится у всех. Разница в том, что почувствуешь ты или нет сразу же. Но я тебе сейчас здесь приведу такую вот аналогию. Всегда ли ты чувствуешь, когда тебя кусает комар? Далеко нет. Очень часто ты потом в конце только чувствуешь результат, когда чешется. А сам процесс того, как тебя укусили, как на тебя сели и так далее, ты не чувствуешь. То же самое и здесь. То есть я ощущаю очень сильно это все от начала до конца. Десятки людей отмечают то же самое. Но есть люди, у которых чувствительность ниже, и они сразу же чувствуют только там подключение, обмагничивание руки, онемение руки, чувствуют какие-то волны, но они не чувствуют там сразу же состояние полета и состояние невесомости. Но ведь к любому навыку новому, который ты прикоснешься, у тебя не сразу же ведь это получается на все 100%. Но это же не значит, что если ты первый раз вышел на лед, и ты не можешь сразу же кружить эти этюды, что значит, что все, ты безнадежный. Нет, ты встал, если на лед и хотя бы чуть-чуть едешь, это уже супер. А в следующий раз ты уже едешь, а на третий раз ты без бортика уже и так далее. Вот здесь то же самое, пойми, ты же не какая-то там обезьяна, ты же человек. Если я умею, если сотни людей других умеют, то естественно ты тоже сможешь. И ты пойми, что это такая штука, которая, это самое лучшее, что ты можешь вообще себе позволить вот за эту смешную сумму. То есть понимаешь, это, я тебе клянусь, что это самое лучшее вложение денег в твоей жизни. Потому что то, что ты здесь получаешь, это вообще не должно быть в общественном доступе. Это вообще, это даже нет слов. То есть это у тебя и остеопат, и висцеральщик дома бесплатный. Это ощущение полета, ощущение без границ тела, то есть размытие границ тела. Ощущение того, как ты в дайвинг погружаешься. Это все у тебя здесь и сейчас. И не просто это на уровне какого-то прикольного аттракциона, а это на уровне того, что восстанавливает, регенерирует твое тело. Это на уровне того, что болела нога, перестала болеть. Это на уровне того, что ты был напряжен, у тебя кукушка уже отлетала от стресса. Бац, и ты сбалансирован обратно. Серьезно, мы просто разговариваем на разных языках. Я тебе говорю, ты видишь, вот это камень, это золото. Это золото, короче, за него можно все что угодно купить. Жизни, машины, квартиры. А ты говоришь, что камень не камень, да? Вот примерно на таком языке мы говорим. То есть для тебя это просто камень. Потому что ты не понимаешь, что с этим можно делать. А я понимаю, я тебе говорю, иди разберись, иди в группу, почитай, посмотри. Уже есть десятки видео отзывов от людей, которые досконально говорят, что с ними в жизни произошло. Почитай бесплатно, вот я сейчас приложу тоже ссылку, бесплатная брошюра о том, как это работает, почему это работает. Это же не магия, это не мистика, это не эзотерика, это наука, это нейрохакинг. Наука о том, как твое подсознание и нервная система могут воздействовать и возвращать тебе баланс. Психология будущего, медицина будущего. На этом будет строиться все остальное. Это вот интересный такой момент, я кидал уже в группе тоже. В 1901 году Тесла писал редактору газеты, и он пишет: так и так, я сейчас создал такое изобретение, что уже скоро мы сможем забыть о телефонах с проводным доступом. То есть мы освободимся от проводов, типа какое счастье, ура, ура. И когда мы освободились в итоге от проводов? Наверное, через лет 80, да? Хотя чувак в 1901 году это уже все создал. Вот здесь то же самое. Я вам говорю о таких вещах, которые будут через 80 лет в обиходе. Ну там, может через 20-30, не знаю. А я тебе говорю, попробуй прикоснись к будущему сейчас. biocase.pro. Прикоснись к будущему. И я более чем уверен, что большая часть ваших проблем, которые вы испытываете сегодня, напряжение, стресс, тревожность, какой-то боли в мышцах, напряжение вообще в целом в твоем организме, оно решается при помощи этого гениального изобретения легко и просто. Тебе просто нужно захотеть, взять и сделать. Будьте здоровы, берегите себя. Пока.